Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такой ажурный узор. Этот рисунок идеально подойдет для большинства летних вещей, топов, футболок, легких кардиганов, туник, платьев. Также будет красиво выглядеть в демисезонных джемперах, кардиганах, шалях, палантинах. В исполнении рисунок очень простой, с ним справится даже начинающий мастер. Для вязания подходит практически любая гладкая пряжа, также пушистые виды пряжи. С ленточной пряжей нужно быть осторожным, потому что для большинства ленточных нитей этот рисунок становится совсем невыразительным, разве что в достаточно рыхлой вязании и очень тонкой ленточке. Но все это нужно пробовать. Спицы я бы рекомендовала подбирать из диапазона рекомендуемых производителем данной пряжи и с учетом плотности вашего личного вязания. Данный образец я вязала из пряжи толщиной 250 метров в 100 граммах. Это хлопок со льном в соотношении 50 на 50. И спицы у меня были номер 3,5. Вот так выглядит этот рисунок при вязании снизу вверх. Он имеет четкий ровный край. Несмотря на то, что основа этого узора лицевая гладь, он не закручивается. Здесь нужно приложить усилия, чтобы он закрутился. Так в носке он тоже не крутится. Но на манжете будет выглядеть тоже очень интересно такой рисунок. Если же вы вяжете от горловины, он будет выглядеть вот таким вот образом. Вот посмотрите, как это будет смотреться при вязании от горловины. Не менее интересно. Изнаночная сторона. Здесь основа изнаночная гладь, и тактильно он приятен, нет никаких ненужных шероховатостей, которые будут дискомфортны при ношении изделия. Раппорт данного узора составляет 10 петель в ширину и 10 рядов в высоту, что делает его идеальным, если вы любите вязать изделия с азиатским ростком. Вместе с вами я буду провязывать два раппорта этого узора, чтобы показать все переходы и начало, и окончание ряда. Для этого я набрала 24 петли. 20 петель – это 2 раппорта узора, 2 петли симметрии и 2 кромочные петли. Если же вы вяжете по кругу, вам нужно набирать количество петель кратное 10. И, соответственно, ни петли симметрии, ни кромочные вам не нужны будут. Вязать по кругу можно по той же самой схеме, которую я показывала чуть раньше. Итак, давайте начнем. Первый ряд. Кромочная, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево петли должны быть развернуты, то есть вторая дужка петли смотреть на меня. Вот таким образом я их провязываю одной лицевой петлей. Далее 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. При убавлении вправо на меня должна смотреть первая дужка петли, то есть петли должны быть расположены классически на спице. И вот таким образом я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее идет 3 лицевые петли и повторяю 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю расположение петель, чтобы они не получались у меня скрещенными. И 1 лицевая. Я провязала 2 раппорта узора. Ряд буду заканчивать 2 лицевыми. Это петли симметрии и кромочной петлей.
все четные ряды или же круги вяжутся по рисунку. То есть при поворотном вязании все петли идут изнаночные, и накиды в том числе провязываются изнаночной петлей. Если же вы вяжете по кругу, все петли провязываются лицевыми, накиды в том числе провязываются лицевыми. Думаю, здесь никакой сложности нет, поэтому четные ряды в видео я буду пропускать. Третий ряд. Кромочная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 1 лицевая. Я провязала 2 раппорта узора. Ряд также заканчиваю 2 лицевыми петлями симметрии и кромочной. Пятый ряд. Кромочная, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид. Я провязала 2 раппорта узора. Ряд заканчивать буду 2 петлями симметрии и кромочной. Седьмой ряд. Кромочная, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, 3 лицевые, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид и еще 1 лицевая петля. Я провязала 2 раппорта узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии, это 2 изнаночные, и кромочной петлей. Девятый, последний лицевой ряд данного узора. Кромочная, 3 лицевые петли, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Для этого я переснимаю 2 первые петли на правую спицу, за работой поднимаю первую, а перед работу правой спицей вторую петлю. Вот таким образом я их поменяла местами. Далее все 3 петельки провязываю 1 лицевой. И получается вот такой вот результат. Здесь покажу чуть позже, в конце ряда, как это получается. Дальше 1 лицевая, накид, 5 лицевых петель, 3, 4, 5, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Вот таким образом я поменяла первую и вторую местами и провязываю все 3 вместе. Вы можете делать это другим способом, как вам удобнее. Результат будет тот же. Лицевая петля, накид, 2 лицевые. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной петлей. И вот такой результат
у меня получился. Вот так выглядит один раппорт узора. Это его вот часть. Надеюсь, узор вам понравился, и вы обязательно что-нибудь с ним свяжете. Спасибо, что провели это время со мной. До встречи на канале!